палочки волшебные. Крючок танцует, создавая пейзажи из нитей самых обыкновенных. Татьяна, ты творишь неспешно, вплетая в узоры свои мечты. В каждом стежке частичка души, в каждой петельке нотка тепла. Ты вдохновляешь, творишь и спешишь делать мир краше силой своего дела. Всем здравствуйте! Меня зовут Татьяна, и я рада приветствовать всех, кто заглянул сегодня ко мне в гости. Сегодня вместе с вами мы будем разбираться, как связать модель, которую я сейчас демонстрирую на себе, джемпер поло крючком. Связан он несложным, простым узором, но великолепно смотрится. Мне очень нравится, что получилось. Несмотря на простоту узора, здесь есть, конечно же, некоторые нюансы, секретики, о которых я вам обязательно расскажу и покажу в видео. А сейчас давайте посмотрим, как это изделие смотрится на мне. Я покручусь перед вами и приступим к работе. Давайте посмотрим на джемпер поло на столе. Я вам покажу пряжу, из которой я вязала, но вы можете выбрать абсолютно любую пряжу. Подбираете на свое усмотрение. Любая подойдет. Это изделие может быть как из пряжи на весну и более теплые составы. Все, как говорится, что вам подходит. Я вязала из двух видов пряжи. Первая — это от Sandnes Garn альпака Folgetrat. В 50 граммах 400 метров я вязала в 2 сложения. Она пообъемнее мне показалась, и я подобрала в 2 сложения. Меня это вполне устроило. Основной цвет я взяла итальянскую бобинную пряжу. Это фабрика Talegna, артикул Гармони, 100% меринос, 1500 метров в 100 граммах. Вязала в 4 сложения. Вот делите 1500 на 4, получаете сколько в 100 граммах. Значит, крючок я использовала тюлеп 3,5. У меня ушло всего вес этого джемпера 300 грамм, 296, округляем 300. У меня ушло белой пряжи 90 граммов. И 210 граммов у меня ушло пряжи основного цвета. Всего 300 граммов. Это изделие связано на 44 российский размер. Давайте я вам скажу быстренько, что у меня получилось по параметрам, потому что меня многие спрашивают. Есть те, которые вяжут точно так же вслед за мной, потому что имеют такой же размер. Поэтому я и говорю эти сантиметры для тех, кому это надо. В полуобхвате получается 45 сантиметров. 45. Здесь у меня вывязан скос плеча. От самой высокой точки плеча вниз изделие составляет 49 сантиметров. От точки, которая идет уже, да, скос, от точки, которая у рукава вниз, это у нас 44 сантиметра. Пройма здесь у меня составляет, ну это, конечно, уже сшитое полотно, 16, но я ее оставляла побольше. Когда рукав сшиваешь, она уже усаживается. То есть я где-то оставляю здесь 18-19 сантиметров. Само плечо
16 сантиметров. Рукав. У меня, конечно, руки длинные. От верхней точки рукава рукав составляет 52 сантиметра. Рукав здесь прямой, ширина 12 сантиметров. Планка, высота планки 11 сантиметров. Я думаю, что я все вам сказала. Конструкция данной модели в связи с узором, я вам дальше об этом скажу. Изначально я вязала по кругу снизу вверх, это вяжется изделие. Сначала я вязала по кругу без швов. По кругу без швов до момента разделения на переднюю деталь и спинку. Рукава я вязала тоже снизу вверх, чтобы узор у меня не переворачивался. Если вязать сверху, то вот так будет смотреться узор. Именно по этой причине, чтобы здесь все смотрелось в одну сторону, я вязала рукав снизу вверх. И у меня здесь на рукаве вывязан окат. Я вывязывала окат. Обо всех я вам технических моментах рассказала. А теперь давайте приступим к вязанию. Начинаем вязание. Берем основной цвет. У меня это пряжа Гармони. 1500 метров в 100 граммах. 4 сложения. Крючок 3,5. Делаю петлю. И теперь набираем цепочку из воздушных петель на необходимый обхват. Всегда прибавляйте плюс 10, можно даже больше сантиметров на свободу облегания, потому что крючок во время вязания всегда плотнее, и узор как бы, да, полотно потом сужается. Вяжем воздушную цепочку. Набрали цепочку необходимую, выравниваем эту цепочку и делаем, закрепляемся в первую петельку. Я покажу вам начало на образце. Прокалываю в первую петлю, 3 петли подъема, и в эту же петлю провязываю еще 2 столбика с одним накидом. Второй и третий. Пропускаю 2 петли в основании, в третью провязываю 3 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий. 2 петли в основании пропускаем, в третью петлю провязываем 3 столбика с одним накидом. И так мы вяжем весь ряд. Провязали ряд, ничего здесь мы не прикрепляем. Берем вторую нить контрастную, в третью петлю подъема вкалываем крючок и присоединяем новую нить и соединяем с этим столбиком. Подтянули. И теперь соединительным столбиком проходим в соседний столбик. 4 воздушные петли, 1, 2, 3, 4. И сюда же провязываем столбик с одним накидом. Центральный столбик провязываем столбик с одним накидом, воздушная петля, столбик с одним накидом. Итак, в центральный столбик по кругу мы вяжем столбик с одним накидом, воздушная петля, столбик с одним накидом. Раппорт узора у нас составляет 2 ряда в высоту
и смена цвета в каждом ряду. Я вот здесь сейчас не буду довязывать, покажу. Когда вы дойдете до конца, вы также возьмете уже теперь вот эту нить, которая у вас здесь, и присоединитесь в третью петлю подъема. Присоедините соседний столбик и здесь. Дальше вы вот эту подвоздушную петлю соединительным столбиком прикрепитесь и провязываете 3 столбика с одним накидом под воздушную петлю. И дальше также 3 столбика с одним накидом под воздушную петлю. То есть вот так у нас будет идти смена цвета, и вяжем таким образом мы на нужную нам высоту. Я вывязала узор в высоту до проймы. Теперь мне нужно выполнить разделение полотна на спинку и переднюю деталь. Здесь мы вязали по кругу, далее у нас по логике должно идти вязание обратно поворотное. Но здесь такой узор, что вязание пойдет каждый раз с начала ряда, то есть нить нужно будет отрезать. Вот, наверное, в этом есть, так скажем, небольшой минус, но тем не менее. Вот я присоединила нить, которая у меня должна идти основного цвета. И сейчас, и теперь я провязываю ряд основным цветом по узору ровно половину. То есть вот до сюда я довязываю, провязываю весь этот ряд. Я дошла до конца ряда. Вот эта ниточка, и я ее сейчас отрезаю и закрепляю. Если вы скажете, что можно вязать обратно поворотами, да, например, белый цвет здесь присоединить и вязать, то когда вы окажетесь в начале, розового цвета у вас нет. То есть, да, основного цвета он все равно здесь, все равно придется отрезать. Поэтому вот единственный, наверное, минус, что придется, да, отрезать. Поэтому я и вязала большую часть по кругу. Теперь берем, значит, белый цвет у меня здесь есть, еще ниточка, да. Поэтому я сейчас в третью петлю подъема присоединюсь. А дальше буду просто присоединять эти ниточки. В каждом ряду. И я буду вязать по лицевой стороне. То есть каждый раз по лицевой стороне я буду начинать вязать. Вяжем так на высоту проймы. И встретимся, когда будем выполнять углубление горловины по спинке. Я связала высоту проймы. И нужно сделать разделение по спинке на горловину и плечи. Я посчитала количество столбиков. Вот не столбиков, а вот этих галочек. Я посчитала количество галочек и распределила следующим образом. У меня на плечо 11 галочек. На плечо 11 галочек. По центру у меня 10 галочек. Я это специально выделила маркерами. И здесь у меня тоже 11 галочек. С одной стороны я уже вывязала скос плеча. Я буду вывязывать скос плеча, чтобы изделие имело более правильную форму. Делается все по лицевой стороне. Я вам показываю по этой стороне. Здесь, то есть, делается все то же самое. Прикрепляю нить. Здесь вот у меня крайняя галочка, и я прикрепляю в третью петлю подъема. Третью. Так, сейчас прикреплю. Прикрепляю в третью петлю подъема. Теперь захожу в арочку
соединительный столбик. И этот ряд я вяжу, как у меня идет узор. 3 столбика с одним накидом. Весь ряд я провязываю таким образом. Под воздушную петлю вяжем 3 столбика с одним накидом. Провязываем. Я дошла до маркера. Вот у меня последние 3 столбика с одним накидом. Делаю 3 петли подъема. И теперь буду вязать обратно поворотными рядами. Вывязываю скос плеча. Я вяжу в каждый столбик, я провязываю столбик с одним накидом. В каждый столбик. Провязываю. Вот у меня от конца отсчитываем 3 вот этих веерочка. Я отсчитаю 4. Вот это все я провязываю столбиками с одним накидом. А когда сюда приду, вот к этому 4-му, мы с вами провяжем вместе. Вот я провязала столбики с одним накидом, и в конце у меня осталось 4 веерочка. Как я провязываю эти столбики? В первый столбик я провязываю обычный столбик. В следующий я провязываю полустолбик. В следующий провязываю столбик без накида. В следующий провязываю соединительный столбик. Так я сделала плавный скос. Теперь 1 петля подъема. Поворачиваю вязание. И теперь соединительными столбиками поднимаюсь наверх. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь следующий провязываю столбик без накида, затем полустолбик, дальше провязываю столбик с одним накидом. И так я провязываю до конца столбиками с одним накидом. Довязала до конца 3 петли подъема, провязываю столбиками с одним накидом в обратную сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь провязываю полустолбик, столбик без накида и соединительный столбик. Все, здесь ниточку мы отрезаем. Сейчас покажу на том плече. И у нас с вами вот так выглядит это плечо. И в зеркальном отражении выглядит это плечо. Здесь я прикрепилась вот в этом месте. Вот у меня нить. Провязала столбиками. Провязала по узору по 3 столбика под арочку. В обратную сторону соединительными столбиками провязала вот эти вот 3 с конца, а здесь уже начала, да, столбик без накида, полустолбик, дальше пошла столбиками, столбиками, столбиками. То есть здесь у нас ниточка вот тут в конце, а здесь у нас ниточка вот здесь получается. Где она? Вот она. Все, спинка готова. Переходим к передней детали. Переходим к передней детали. Что нужно сделать? Нужно посчитать количество галочек. Я их посчитала. Вот, свободных. От одной стороны до другой стороны.
У меня получилось 15 и 15 галочек по каждой стороне. А эта галочка у нас получается 31. Это вот 31. Я ее оставляю. И у каждой галочки с каждой стороны я не сюда прикрепляюсь, а именно в макушку. То есть вот эту часть я оставлю для планки своего будущего. Да, то есть джемпер у меня же поло, и мне для будущей застежки нужна вот здесь планка. Вот эту часть я оставляю. Выбираете любую часть, которой вы будете вязать. Я сейчас прикрепляюсь вот сюда под арочку. Я покажу сейчас вам. Вот я сюда прикрепляюсь. Здесь у меня будет неполноценный узор. Здесь будет 3 петли подъема. А дальше я перехожу под следующую арочку и начинаю вязать узором 3 столбика с одним накидом. Здесь будет просто столбик. Нет, надо 2 провязать, потому что 1 мало. Провяжу 2, пусть будет крайних 2. Даже удобнее будет потом в плане планки. Удобнее, когда здесь с краю будет 2 столбика. Далее я провязываю. Вот теперь все как надо. Далее я провязываю 3 столбика с одним накидом. Вот это уже выглядит. Вот. То есть вот эти 2 столбика. В следующем ряду я здесь сначала провяжу 2 столбика, потом соединить, потом вот сюда вот перейду. Давайте сейчас я 2 ряда все-таки покажу, как я свяжу. Здесь тоже отрезаем нить в каждом ряду. Так, провязываю до конца по 3 столбика под арочку. Первый ряд я связала, теперь второй ряд. Прикрепляем контрастную нить в 3-ю петлю подъема. Я выполняю прикрепление, 3 воздушные петли. В следующий столбик я провязываю 3 воздушные петли. Вот эти у меня будут крайние 2 столбика, для того, чтобы лучше потом вывязывать планку. А теперь в центральный столбик я провязываю галочку. Столбик с одним накидом, воздушная петля, столбик с одним накидом. И далее я продолжаю. Столбик с одним накидом, воздушная петля, столбик с одним накидом. То есть с краю у меня должно быть 2 столбика. Когда мы будем вязать вот эту часть, это левая полочка получается, здесь у вас в конце должно быть 2 столбика с одним накидом. Вот эта часть у нас будет, да, здесь дырочка, планку будем вязать потом. Значит, сейчас нужно вывязать высоту этой части и высоту этой части. Здесь нужно будет сделать углубление на горловину раньше. Давайте с вами как раз встретимся, когда я буду вязать углубление горловины. Но здесь будет раньше. Его нужно сделать. Скос плеча я здесь буду делать таким же образом. Пока я вывязываю высоту, сейчас я вам скажу высоту, сколько это будет рядов. Так, я провязала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ряд. А вот здесь в 10-м ряду я буду вывязывать горловину по переду. Или раньше. Или в 8-м. Так, или в 10-м, или в 8-м. Когда я дойду, я вам скажу, сколько рядов я связала. Всего у меня получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 рядов узором. Дальше пошел скос плеча. Так, все, вяжем высоту. Встречаемся, когда вывязывать будем горловину. Я отвязала 10 рядов в высоту. И теперь мне нужно сделать закругление горловины по передней детали. Я уже и вторую сторону провязала. Как я это буду делать? Присоединяю основной цвет к
третьей петле подъема присоединилась. И теперь я соединительными столбиками прохожу вперед. Первый. Так, что-то ниточка у меня тут расслаивается. Первый соединительный столбик. Второй. Подарочку. 3, 4, 5, 6, 7. В этой точке я делаю 3 петли подъема. И далее, как я уже говорила, что так, нет, один я столбик подъема, а далее я иду в следующую арочку и делаю, вяжу по узору 3 столбика с одним накидом. Я сначала хотела 2 сделать, но нет. Провязываю этот ряд до конца. Провязала этот ряд, присоединяюсь белой пряжей, контрастной пряжей, в третью петлю подъема. Так. И соединительными столбиками прохожу вперед. 1, 2, 3, 4, 5. У меня должно на плече остаться 11 галочек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот здесь будет 11. Вот здесь я сделала закрытие. Дальше 3 петли, закрытие на горловину, 4 воздушные петли. И далее я провязываю вверх. Оставшиеся ряды, что такое у меня скос, потом это все выровняется, когда будет у меня здесь воротничок. Здесь горловину, на горловину я закрыла. Далее я вяжу ряды вверх и выполняю тоже такой же скос плеча. С этой стороны выполняю идентично, но здесь у меня будет вязание с этой стороны, поэтому я не довязываю то количество столбиков, которые здесь, вот здесь у меня идет 2,5, да, вот эти 2,5 галочки. То есть вот здесь я должна буду остановиться. В следующем ряду вот здесь я буду останавливаться. То есть с этой стороны мы не довязываем вот эту часть. Все, продолжаем вязать вверх, и дальше у нас рукава. Рукав я вязала, как видите, отдельными рядами. Набрала 60 воздушных петель и вязала вверх ровно. Теперь мне нужно вывязать. Здесь я вывязываю тоже окат. У меня сейчас идет, я вывязала 43 ряда в высоту, и сейчас у меня идет 44 ряд. Как я буду вывязывать? На рукаве отметьте центр. У меня 20 всего вот этих галочек или веерочков. Я отделила 10 и 10. Между ними повесила маркер. Итак, прикрепляю нить. Третью петлю подъема. Прикрепляю нить. И теперь соединительными столбиками иду вверх.
Вот на эти 3 элемента мне нужно выполнить первые, так скажем, как это назвать? Первые манипуляции. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь провязываю столбик без накида, полустолбик, столбик с одним накидом. А далее я продолжаю вязание по узору, как у меня и должно идти. Не доходя до конца 3 элементов. Провязываю галочки. Вот у меня в конце 3 элемента. Теперь здесь в обратную сторону провязываю столбик с одним накидом, полустолбик, столбик без накида и соединительный столбик. Ниточку мы с вами обрываем, отрезаем. И теперь я присоединяюсь с основным цветом, там, где у меня был вот сюда столбик без накида. И вот эти 3 элемента, вот они у меня вот до сюда, значит, я должна выполнить второй ряд. Соединительными столбиками прохожу вперед. И теперь вот сюда провязываю столбик без накида. Далее полустолбик, столбик с одним накидом. И далее я провязываю уже по узору по 3 столбика под арочку. Таким образом я провязываю. Вот здесь у меня вот эти 3 элемента. То есть вот здесь у меня будет веерочки, а дальше я пошла на убыль. Провязываем. Провязала. Теперь идем в обратную сторону, провязывая столбик с одним накидом, полустолбик, столбик без накида и соединительный столбик. Нить отрезаем. Прикрепляем там, где у нас был столбик без накида, нить. Соединительными столбиками проходим вперед. Прошли 1, 2. Теперь делаем столбик без накида, полустолбик и столбик с одним накидом. Дальше, начиная со следующей вот этого веерочка, мы провязываем, так как у нас идет узор в конце. Вот у нас 1, 2, 3. Вот эти 3 в обратную сторону. Когда вы здесь связали галочку, дальше у вас идет столбик с одним накидом, полустолбик, столбик без накида, соединительный столбик, нитку оторвали.
Таких рядов я провязала 4. Вот первый, второй, третий и четвертый. И у нас получился здесь полукруг для правильной посадки рукава. Вот последний, посмотрите, да, вот мы сейчас провязываем белым цветом, а последний у меня получается здесь только по центру узор, а все остальное идет, да, на закругление. И все, рукава можно втачать. Берете, вот у нас так вот получился у меня плечевой шов, но это все постирается, здесь все разровняется. Складываем рукав, находим центр. Вот этот центр прикладываем лицевой стороной, лицевая сторона к лицевой стороне по плечевому шву и пришиваем. Вот у нас мы пришиваем вот эту часть, а дальше идем вот в эту сторону, эту часть. Нам нужно выполнить планки по вот этому разрезу. С этой стороны у нас пришиваются пуговицы. Это получается левая сторона. Здесь я уже планку связала столбиками без накида. А с этой стороны, с правой, у нас будут застежки. Нам нужно петельки сделать. Вот эти вот все ниточки вы сейчас ровненько так вот прокладываете вдоль. И мы с вами все их сейчас скроем. Прикрепляю нить вот сюда. Вот у нас галочка в вершину столбика. Я прикрепилась, теперь провязываю столбик без накида вот сюда, столбик без накида, под столбик, столбик без накида, вот здесь в основании столбик без накида, под столбик, столбик без накида. Опять вот здесь в основании провязываю столбик без накида, под столбик, столбик без накида. Неудобно, что мы идем в обратную сторону, но здесь только первый ряд, нужно потерпеть. И вот так я прохожу до конца. Под столбик, в основании. И у нас все тут ровненько получается. Так. И последний вот сюда в основании. Вот это потом все, что не ушло, вот таким образом крючком под эти столбики заходим и вот эти ниточки аккуратно спрячем, лишнее отрежем. Так. Одна петля подъема, поворачиваем вязание и вяжем в обратную сторону столбиками без накида.
Мы сейчас вяжем обратно поворотными рядами. Свяжем сейчас, я вяжу второй ряд, потом третий и четвертый. Вот сейчас у нас второй ряд, третий, четвертый, а в пятом ряду будем делать петли. 4 ряда я провязала. Мне на этой планке достаточно будет 3 пуговиц. Одна вверху, посередине и здесь. В самом конце она мне не нужна. Здесь будет соединение этих планочек. У меня всего 23 петли здесь. Итак, провязываю 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 столбиков я провязала. Делаю 2 воздушные петли, 2 петли пропускаю, 1, 2. И дальше провязываю столбики. Вот она, видите, такая. Пуговки здесь у меня небольшие. Вот отверстие получилось. 1, 2, 3, 4, 5, 2 воздушные петли, пропускаю 2 и вяжу дальше. 1, 2, 3, 4, 5, 2 воздушные петли, 2 пропускаем и присоединяемся в крайнюю петлю. 1 воздушная петля, первый столбик делаем, вяжем столбик без накида. Теперь вот сюда под эту цепочку провязываю, так расслоилась, столбик, под вот эту арочку 2 столбика. И дальше продолжаем вязать столбиками без накида до следующего отверстия. Если нужны отверстия больше, для больших пуговок, значит 3 воздушные петли. И вот так провязываю. И после этого, так, у меня 7 рядов. Это в 5 ряду, то есть сейчас я вяжу 6 и 7 в обратную сторону, он будет последний ряд. Так вот. Вот эти вот планочки. Сейчас, конечно, неудобно. Вот таким образом. Здесь еще будет воротник. И так провязываем в обратную сторону и еще туда-обратно. Получается 2 ряда после вот этого. Я провязала планку. Когда я вязала вот эту планочку, я оставила подлиннее нить, вдела нить в иголку. Мне нужно теперь сделать соединение. Вот эта планка, которая у нас... Так, сейчас я выверну. Я вывернула. Вот эта планка с отверстиями, она идет сверху. То есть вот у нас полотно, планку с отверстиями кладем сверху. Это планка, на которой будут пришиваться пуговицы. Ее мы кладем сверху планки, которая с отверстиями. Вот так сэндвич у нас получился. Вот это будет внутри, как в кармашке. А вот эта планочка, вот эта вот, она будет сверху этой. И теперь при помощи иглы и нити я буду здесь просто прошивать таким швом.
Главное, смотрите, чтобы у вас прошло через обе части. Через первую, через вторую. Вот таким образом. И по лицевой стороне будет так вот все аккуратненько. Делайте это до конца. Еще до конца не сделала. И дальше у нас воротничок. Теперь нужно обвязать горловину. Сделать воротничок. То есть у меня здесь будет воротничок. Я уже провязала 2 ряда столбиками без накида. Вот эту часть планочки мы пропускаем и с той, и с другой стороны. Вот здесь у нас начинаются столбики, и здесь до планочки заканчиваются. Первые 2 ряда я провязала столбиками без накида. Это как установочные ряды. Я хочу воротничок острый. Сейчас я делаю 3 петли подъема. И далее я буду вязать столбиками с одним накидом, провязывая в каждый крайний ряд 2 столбика. Для того, чтобы у меня получилось острый кончик получился. Правильный острый кончик. Вяжу так до конца ряда. И здесь в конце, в последний столбик, я провязываю 2 столбика с одним накидом. Вот я дошла до конца ряда, у меня остался последний столбик, и сюда я провязываю 2 столбика с одним накидом. Первый, и сюда же второй. И теперь в каждом следующем ряду я буду провязывать с краю и в конце по 2 столбика с одним накидом в крайнюю петлю. Вот я сейчас 3 петли подъема делаю, и сюда же провязываю столбик с одним накидом. Вяжу до этой стороны, и сюда, вот сюда в 3-ю петлю подъема провязываю 2 столбика с одним накидом. И вяжу высоту воротника. Я провяжу 10 рядов, посмотрю, хватит мне или не хватит высоты воротника. И вы тоже так же, когда будете вязать, смотрите по своей пряже. То есть высота такая, какая вас устраивает. И все. А дальше уже пришивание пуговиц и ВТО изделия и фотосессия. Когда я вывязала у меня 11 рядов по воротнику получилось. Когда я его вывязала, я решила сделать окончательную обработку айкордом крючком. Заканчивается вязание вот здесь, в уголке нашего воротника. Я ее оторвала и прикрепилась в начало. И провязала по всему периметру айкордом крючком. Я вставлю в описании видео ссылку, как я вяжу этот айкорд. И вот уже такая обработка законченная. Мне нравится, что воротник смотрится уже завершенный. Решила пуговицы, решила, что они будут белого цвета, потому что у меня изделие из 2 цветов, и на планке розового цвета пуговицы смотрятся эти очень хорошо. Вот такие у меня. Не чисто белые, они здесь серебром, и сюда очень хорошо подошли, потому что этот розовый цвет очень, он очень интересный и сложный, я бы сказала. Подобрать такого цвета пуговицы очень сложно. Но мне и хотелось, я сразу изначально знала, что у меня будут белого цвета, тем более, что у меня есть несколько вариантов. Мне понравился этот вариант.
И как всегда в конце видео я хочу вам сказать: вдохновляйтесь, творите, создавайте, будьте неповторимы. Ну а я с вами прощаюсь совсем ненадолго. До новых встреч. Пока-пока.